Серия игр Sims, которая существует уже 25 лет, успела суммарно выпустить аж 16 игр, если не считать SimCity и Spore. И конечно же в такой большой франшизе не обошлось без тайн и загадок. Что-то просто является багом, что-то добавили разработчики для мистификации лора, а что-то до сих пор озадачивает игроков своим наличием в игре. Добро пожаловать в Сумеречную Зону, друзья. С вами я, Гречка, и сегодня мы с вами разберем айсберг всех ужасов и жутких моментов серии игр The Sims. Для тех, кто не знает, айсберг — это формат видео, в котором факты о игре, фильмах и тому подобное поделены на слои айсберга. На верхних слоях айсберга находится более популярный контент, а чем ниже спускаешься, тем более интересными и малоизвестными становятся факты. Так что наливайте чаечку, присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Верхушка айсберга. Телефонные розыгрыши. В первой части Sims Симу может поступить анонимный звонок с розыгрышем. Такие звонки могут произойти в любое время суток, и их содержание чаще всего безобидное или бессмысленное. Например, как «Мы ремонтируем вашу телефонную линию, не поднимайте трубку в следующий раз, когда она зазвонит». Но иногда содержание таких звонков достаточно пугающее. Например, вашему Симу глубокой ночью могут позвонить и сказать: «Конец близок, сделайте заготовки. Вы были избраны, они скоро придут. Они скоро появятся. Возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем открывать им двери». Такие звонки никогда и ни к чему не приводят в игре и нацелены на сбитие игрока с толку. Стрэнджервиль. Стрэнджервиль — это город из одноименного дополнения к Sims 4, который представляет из себя небольшой провинциальный городок, расположенный в пустыне, и является одним большим омажем на пустыне Среднего Запада США и на находящуюся там же зону 51. В связи с этим на карте находится секретная лаборатория, а по городу ходят не только военные и правительственные агенты, но и одержимые Симы, которые жутко разгуливают по улицам с неестественно натянутой улыбкой и обезумевшим взглядом. Зомби. С 1 по 3 Sims в случае смерти вашего Сима есть различные способы возродить его в облике зомби, но в отличие от третьей части, в первом и во втором Симсе зомбизм является не временным состоянием, а состоянием жизни. Такой Сим теряет все очки личности, и даже после исцеления они не возвращаются обратно. Ну и конечно же наличие зомби в такой игре нагоняет немного жути. Тема опасности. В первой части Sims в случае какого-либо негативного события включалась музыка, например, во время пожара или смерти, но игрокам больше всего запомнилась тревожная и пронзающая насквозь тема грабежа, когда ваш дом приходят обворовывать. Жнец. Жнец или же Смерть — это бессмертный персонаж, неизменно появляющийся в каждой части Sims, как и многие другие персонажи. Оно, собственно, и неудивительно. Он появляется, когда любой из игровых Симов умирает, чтобы забрать его душу, а в конце всего процесса оставляет после Сима урну или надгробие. Находится он в айсберге, потому что в первых частях Sims на самой модельке Жнеца красовался скелет, что впоследствии убрали в Sims 4, оставив от былого образа только черное пальто эксгибициониста. Призраки. Когда Сим умирает, он становится призраком и может появиться на участке, на котором оставлены его останки, то есть урны или надгробия. Они не выполняют никакой функции, но во второй части серии есть одна особенность. Призрак может напугать вашего Сима, что приведет к убавлению на несколько очков вашей шкалы нужд. В случае, если призрак будет пугать Сима очень часто и каждый раз понижать его шкалы нужд, то дойдя до критических значений, ваш Сим умрет от истощения, голода или отсутствия гигиены. Также, если разозлить призрака, то он будет куда сильнее пугать вашего Сима и ломать электронику на участке. Лор Sims 2. Среди всех частей именно Sims 2 имеет больше всего загадок и тайн, связанных с загадочными смертями, пропажами, культизмом и заговорами, к которым мы еще вернемся ниже в этом айсберге. И именно из-за таинственности лора в этой части игры она приобрела культовый статус среди фанатов. Жуткие локации. Этот пункт айсберга не несет в себе какой-то загадочности, просто во всех частях серии так или иначе присутствуют локации, которые пугают своей атмосферой. Например, городок Midnight Hollow из третьей части. Или аналогичная забытая лощина из дополнения к Sims 4. А сейчас минутка небольшой саморекламы. Хотел рассказать, что у меня появился свой телеграм-канал, в котором будут выкладываться всякие новости, анонсы новых видео, может какие-то эксклюзивные материалы, общение, конечно же, в общем... Ссылка в описании, QR-код на экране, залетайте. Акулы.
В последних двух играх Sims, в дополнениях с тропическими островами, плавая на этих локациях, можно встретить акулу. В третьем Симсе акула имеет приличный шанс напасть на вашего Сима. В драке с акулой исход будет зависеть от уровня ваших навыков боевых искусств и плавания. Если они высокие, то Сим выиграет, а если низкие, то проиграет и получит настрой растерзанный акулой. И если во время этого настроя на вашего Сима снова нападут, то он погибнет в схватке с акулой. Мелководье. Деформация. Деформация — это глич, ошибка игры, свойственная третьему Симсу и четвертому, суть которого заключается в деформации самих моделей персонажей, а именно растягивание, сминание, раздувание и так далее. Порой подобные ошибки выглядят просто ужасно, особенно когда модельки животных или маленьких детей натягиваются на анимации взрослых Симов. Похищение инопланетян и беременность. Инопланетяне присутствуют в каждой из частей Sims и в какой-то момент стали не просто пасхалкой, а еще и полноценной частью лора вселенной. Но мало кто знает, что во всех играх серии, кроме первой части, похищенный НЛО Сим мужского пола имеет большую вероятность вернуться домой беременным и по истечению срока родит получеловека-полупришельца, который станет частью семьи. Так вот почему Стив из Спор заинтересовался Землей. Трагичный клоун. В первой и четвертой части игры существует картина клоуна, которую если повесить, то на участок придет трагичный клоун, чтобы подбодрить вашего Сима, если тот находится в депрессии. Но из-за того, что клоун сам по себе грустный, он будет оказывать обратный эффект, вводя всех Симов, с которыми он взаимодействует, в тоску. Более того, он будет мешать проходить в другие комнаты и мешать Симам спать, а в случае блокировки его в комнате без дверей, он выпрыгнет оттуда через черную дыру. Прогнать с участка его можно только если продать картину или сжечь, но в таком случае заживо сгорит и сам клоун, что подтверждает его паранормальную связь с картиной. Кракен. В дополнении Sims 3 Райский остров на картах с глубоким уровнем океана, если отплыть от берега на маленькой лодке, то есть 4% шанс увидеть кракена в воде, а также шанс в 1%, что кракен нападет на вашу лодку. Также в игре есть награда Друг Кракена, которую можно купить в магазине очков. Она дает возможность уничтожить маленькую лодку, натравив на нее Кракена. И нет, атаки Кракена не летальны для Симов, что делает возможность его призыва практически бесполезной. Голоса в Sims 1. В сравнении с другими частями игры, в сообществе голоса первого Симса провозгласили самыми жуткими. Причиной тому последовали технические ограничения того времени, из-за чего аудиофайлы сжимались и искажались. И особенный ужас у игроков вызвали не просто голоса, а сцены горения. В то время как в остальных частях серии крики были скорее комичными, в первом Симсе это действительно было похоже на крики агонии и боли. Социальный кролик и терапевт. Во второй части Sims существует два NPC – социальный кролик и терапевт, которые приходят к Симу в случае, если его социальные потребности на минимуме, чтобы помочь. Как кролик, так и терапевт являются воображаемыми, так что видит их только тот Сим, к которому они пришли. Единственное отличие между ними так это то, что кролик приходит к детям и подросткам, а терапевт к взрослым и пожилым Симам. Также вполне возможно, что кролик основан на кролике Фрэнке, воображаемом персонаже из фильма Донни Дарка 2001 года, который сверхъестественным образом связывался с главным героем. Кстати, хороший фильм, советую смотреть режиссерскую версию. Мистические гномы. В третьей части Sims вы можете найти мистических гномов, что телепортируются по вашему дому ночью и взаимодействуют с предметами. Сами по себе эти гномы безобидны, но без знания о их способностях услышать включающийся сам по себе телевизор, который начал смотреть гном ночью, достаточно жутко. Дом с привидениями. В дополнении к Sims 4 Паранормальное в игре появляются дома с призраками, в которые можно заселиться. Призраки будут мешать Симам жить, стучать по трубам в 3 часа ночи, сверлить в 6 утра и выполнять прочее мракобесие. Злые действия призраков можно предотвратить, пройдя цепочку квестов по уничтожению проклятых предметов. Гробницы.
В дополнение к Sims 3 Мир приключений в игру добавляются гробницы, в которых можно проходить испытания, изучать разные локации и получать сокровища. Однако гробницы сами по себе не слишком приятные, они темные, представляют опасность, а если добавить сюда чувство одиночества и давящий на игрока фоновый эмбиент, становится очень некомфортно. Порча файлов. В Sims 2 очень легко повредить какие-либо файлы. Например, достаточно удалить всего несколько симов, и ваш игровой мир будет недоступен. Хватит даже простого перемещения персонажа читами на другую локацию, чтобы сломать игру полностью. Такое присутствует и в других частях серии, но именно в Sims 2 это делать проще всего. И по итогу это стало своеобразной фишкой второй части серии. Звуки кладбища. В Sims 2 любые надгробия и урны по ночам издают крайне неприятный эмбиент, который может напугать неподготовленного игрока. Причем сам звук кладбища играет даже когда на участке нету призраков. Кладбище домашних животных. В версии игры Sims 2 «Животные» для Game Boy Advance существует кладбище домашних животных, придя на которое вы можете заработать деньги, занявшись парапсихологией, то есть телепатически связавшись с загробным миром. И как раз в момент сеанса парапсихологии будет играть эта музыка. Лично меня она не пугает, а просто настораживает и напоминает слегка тему Воланда из «Мастера и Маргариты» 2005 года. Убийство в Pleasantview. Это совсем небольшая загадка, связанная с тем, что во второй части Sims существует книга «Убийство в Pleasantview», написанная Александром Готом за 50 лет до его рождения. Скорее всего, это просто игровая ошибка, которая, тем не менее, породила кучу конспирологических теорий. Центр айсберга. Метеорит. В третьей и четвертой части Sims есть невероятно редкий шанс, что на Сима упадет метеорит, пока он находится на открытой местности. Область вокруг вашего персонажа накроет тень, а также придет уведомление об опасности. И если не убрать вашего Сима вовремя, то метеорит упадет прямо на него и раздавит. В Sims 2, к слову, есть аналогичная смерть, только метеорит заменяется на спутник. Также в Sims 3 у инопланетных Симов с дополнением времена года появляется возможность призвать метеорит по своему желанию, в том числе и в общественных местах, таких как школы и фестивали. А поскольку только в третьей части игры у метеорита большая зона поражения, таким образом можно уничтожить сразу несколько Симов. Мумия. С дополнением «Мир приключений» мы сможем попасть в гробницу фараона, обворовав которую из своего саркофага вылезет мумия, с которой нам предстоит драться. И в случае проигрыша мумия наложит на Сима проклятие, по истечению которого через 14 дней ваш Сим погибнет и превратится в песок. И несмотря на то, что проклятие снять достаточно легко, если немного подождать, можно увидеть, как оно протекает. При переключении на проклятого Сима у нас с каждым днем будет все сильнее затемняться экран по бокам. Также у Сима разовьется бессонница, а за несколько часов до смерти он будет видеть галлюцинации в виде обезображенного лица мумии, светящиеся глаза. Почти в каждой части Sims так или иначе присутствуют светящиеся во тьме глаза, будто на дереве, в кустах или заброшенных шахтах, но, к сожалению, большого количества материала к этому отсутствует. Пугало. Во всех частях Sims с дополнением времена года для своего сада можно купить пугало, что будет отпугивать вредителей. Во второй и третьей части Sims, если долго смотреть на пугало, можно поймать скример. В четвертой части его тоже можно поймать, но он будет выглядеть скорее нелепо, чем жутко и неожиданно. Более того, в четвертой части пугало является полноценным NPC, с которым можно проводить время и даже завести ребенка. Одержимый фанат. В первой и четвертой части Sims с дополнениями, добавляющими в игру возможность прославиться и стать популярным, в игру также добавляется одержимый фанат. И если в Sims 4 для его появления нужно заработать специальную черту славы, после которой за вами до дома будет следовать фанат, то в первой части Sims, если вы не общаетесь с фанатами, он гарантированно появится.
будет приходить к вам домой, приносить черные розы на порог, а также пробираться в дом и воровать награды. И что интересно, этот фанат имеет поразительное сходство с Джоном Хинкли-младшим, который преследовал актрису Джоди Фостер и, чтобы произвести впечатление на нее, пытался устранить 40-го президента США Рональда Рейгана. Склепы. Склепы в Sims 3 представляют собой кроличью нору, то есть помещение, в которое Сим может войти, но исследование будет идти через текстовое повествование и выбор действий, пока камера находится снаружи. В отличие от других кроличьих нор, как, например, пещеры, склепы отличаются своим саунд-дизайном, который намеренно давит на игрока и вызывает мурашки по телу. Ночной призрак. С дополнением к Sims 4, который добавляет в игру магию, появляются также проклятия, накладывающиеся на вас за ошибки в приготовлении зелий, ошибки в заклинаниях и так далее. Всего их в игре 9, и они могут стакаться до 3 штук, но самым неприятным из них признано проклятие ночного призрака. Когда на Симе лежит это проклятие, у него пропадает возможность спать. Шкала энергии при этом неизменно находится в красной зоне. И все это еще сопровождается самим ночным призраком, который приходит к Симу и пугает его, накладывая эффект испуга. Это проклятие достаточно жуткое, когда сталкиваешься с ним в первый раз. Ну и разумеется, оно сильнее всего мешает играть в Sims, хоть от него и можно легко избавиться. Призраки питомцев. Домашние животные, так же как и персонажи, становятся призраками после смерти. Они играют с другими призрачными симами, роют призрачные ямы и наслаждаются беззаботной загробной жизнью. Но вот если в Sims 4 и 3 призраки ваших питомцев выглядят достаточно мило, то вот в Sims 2 их моделька выглядит вот так. Да, жутковато. Напоминает старые добрые баги с лицевой анимацией из Fallout. Медведица Клэр. В дополнении к Sims 1 «Жаркие свидания» в игре появляется антропоморфная медведица Клэр, которая вызывает достаточно много вопросов. Когда она случайным образом появляется и фокус камеры переключается на нее, она начинает ходить по вашему участку и взаимодействовать с разными медвежьими предметами. Она может копаться в мусорном баке, воровать у вас мед, разговаривать с плюшевыми игрушками в виде медведей и будет плакать, когда увидит ковер в виде шкуры медведя. Это не что-то прям ужасное или страшное, но представьте, что вы встретитесь с таким в 3 часа ночи, пока играете в Sims. Это не испугает, но встревожит и будет держать в напряжении игрока. И, кстати, нет, это не человек в костюме медведя, так как вся ее речь не на Симлише. Ну и полагаю, что еще одной причиной, почему это находится так низко в айсберге, так это потому, что это фурия, океаническая угроза. А вот уже этот пункт айсберга меня поставил в тупик. В Sims 4 есть способность «Океаническая угроза», которую могут выполнять русалки, чтобы напугать других симов, и это правда, это есть в игре. Но автор айсберга заверяет, что в районе Муапалем, если сим долго плавает и на него применяет эту океаническую угрозу, то он утонет, хотя это не предусмотрено игрой. И причем нигде в интернете нет информации об этом. Есть только один мод, который повторяет примерно те же действия, что описаны в айсберге. Хотя, будем честны, если бы я нашел документацию об этом явлении, то, скорее всего, это оказалась бы забагованная смерть от акулы, о которой мы уже вспоминали выше в айсберге. Город-призрак. В третьей части Sims город-призрак не присутствует изначально, но его может сделать сам игрок. Для этого достаточно просто переместить всех симов из города, и вуаля, ваш город превращается в абсолютно пустой, безжизненный и когда-то населенный жизнью городок. Быть одному в подобном месте не самое приятное ощущение. И по итогу эта пустота и полное одиночество со временем начинают давить на игрока. Sims в средневековье. В 2011 году в свет вышла Sims Средневековье, спин-офф серии на базе третьей части, который был действительно уникальным продуктом. Но в связи с сеттингом игры в ней присутствуют вещи, которые отсутствуют в основной линейке серии. Например, как публичные казни, заказные убийства, дуэли насмерть, отравление ядом недруга, сеющая хаос и разруху чума, религиозные войны двух фракций и даже пытки пленных. Подобный контент в игре, разумеется, мог немного шокировать неподготовленного игрока, учитывая, что игра все же была 12+. Игрок.
Sims как симулятор жизни предоставляет возможность создать неповторимый игровой опыт, который каждый раз будет отличаться от предыдущего. Но сколько грязи пытались сделать игроки? Сколько раз игроки в попытках убрать неугодного им персонажа закрывали его в пустых комнатах или убирали лестницу из бассейна? Игра позволяет вообще устроить геноцид и убить всех симов в игре, оставив только одного выжившего, вашего персонажа, который устроит кладбище на своем заднем дворе. Некоторые моды вообще позволяют творить лютую аморальщину, о которой, если заговорить вслух, тебя все посчитают больным на голову. И после всего этого определенно нет сомнений, что самые жуткие вещи может вытворить не игра, а сам игрок. И если так подумать, к этому можно даже подвязать какой-то философский контекст. Землетрясение. В спин-оффе ко второй части Sims с названием Castaway с малым шансом может произойти землетрясение, которое рушит постройки и портит одежду Симам. Это явление находится в айсберге из-за того, что в момент землетрясения используется музыка из первой части Sims, которая играла во время ограбления и пугала игроков. Загадочность клоуна. Помимо простого существования трагичного клоуна в Sims, о котором мы говорили выше, есть еще некоторые детали, которые вылезают в отдельный пункт айсберга. Например, в первой части Sims существует служба по отлову клоуна, от чего родилась фанатская теория, что трагический клоун является серийным убийцей, отсылаясь сразу и на клоуна Оно из одноименного романа Стивена Кинга, и на Джона Гейси, реального серийного убийцу, носившего костюм клоуна. Но есть и более правдоподобные теории, которые объясняют наличие паранормальных способностей. В третьей части Sims, которая хронологически происходит раньше первой части, есть могила того самого грустного клоуна. Теория гласит, что клоун был изначально веселым, так как его имя Санни, то есть веселый и яркий, а потом он умер, и в облике призрака после осознания своей кончины стал грустным. Хотя вообще ходит много теорий и споров касательно клоуна, так как в четвертой части появляется персонаж Сэмми Гарсия, который переодевается в костюм грустного медведя, и в его семейном древе написано, что Санни его брат. Похищение Беллы Гот. Несмотря на то, что у основной линейки игр нет сюжета, все они строятся вокруг масштабного лора, и в центре этого лора семья Гот, которая окутана мистикой и тайнами. И самая популярная загадка в лоре Sims, так это похищение Беллы Гот. Более подробно о всей истории расследования этого дела вы можете посмотреть на канале Mystery Force, но если быть кратким, то Белла Гот жила в своем счастливом браке со своим другом детства Мортимером Готом. В какой-то момент ее в гости пригласил местный бабник-ловелас Дон Лотарио, в доме которого Беллу видели в последний раз. Из воспоминаний Дона можно узнать, что незадолго до ее пропажи они вместе любовались на звезды, что повышает шанс того, что вас украдут пришельцы. Причиной, по которой Белла так и не вернулась домой, как это обычно бывает, стали Нина и Дина Гангадзе, местные жадные до денег сучки, которые ухлёстывали за Доном Лотарио. Причем тут пришельцы и эти близняшки? Так вот, у них в роду есть пришельцы, что делает похищение Беллы Гот не просто экспериментом, а намеренным устранением конкурентки. Долгое время было неясно, кто именно виноват, так как все доказательства были косвенные. Однако с выходом дополнения к третьей части Sims Into the Future, где действие происходит, как бы это ни было странно, в будущем, в одном из инопланетных городов мы можем найти могилу той самой Беллы Гот. И таким образом загадка о пропаже Беллы Гот была разгадана спустя 10 лет. Семья Доу. В третьей части Sims в готическом городке под названием Midnight Hollow проживает семья Доу, а именно Джон Доу, Джейн Доу, Дженнифер Доу, Джозеф Доу, Джеймс Доу и еще один, еще не успевший родиться, малыш Доу. Странно тут то, что Джон Доу и Джейн Доу – это термин, использующийся в правоохранительных органах и медицине для обозначения лиц, чье имя и личность не установлены. Джон для мужчин, Джейн для женщин. И чаще всего люди под таким термином мертвы.
помимо их имен, вся их семья выглядит странно, начиная от того, что они в целом выглядят как семья из середины прошлого века, заканчивая тем, что в отличие от других персонажей, только у двух Симов есть знакомые за пределами семьи. Это Джон, который знает только своего босса на работе, и Джозеф, у которого есть романтические отношения с ровесницей Мэгги Флинн. И все, эта семья больше никого не знает. Опираясь на их имена и слишком нормальную нормальность со стороны, посмею предположить, что эта семья — это буквально ходячие мертвецы. Это не призраки, это не зомби в привычном понимании, просто ходячие мертвецы. Проклятие дома Ремингтонов. В Sims 3 есть семья Ремингтон, которая отличается от других тем, что она состоит из одного человека. Живого человека, в то время как остальные члены семьи изначально призраки, умершие от голода, пожара, утопления и ударом тока. И все эти факты натолкнули игроков на мысль, что дом семьи Ремингтон проклят, и всех, кто там живет, постигнет незавидная участь. Дно айсберга. Дети могут умереть. Каждая часть Sims является семейной игрой, и наличие детской смерти просто недопустимо. Или же допустимо. Вопреки популярному заблуждению, дети в Sims могут умереть по разным причинам, и я даже не говорю про изымание ребенка органами соцопеки, если его шкалы нужд на нуле, что формально является игровой смертью, но мы сейчас вообще не об этом. Например, в Sims 4 неподросшие Симы могут умереть от сгорания заживо, утопления, перегрева в сауне и на солнце, переохлаждения, отравления ядом иглобрюха и так далее. Рыская в интернете в поисках информации по айсбергу, я неоднократно натыкался на форумы, в которых люди писали удивленные сообщения о том, что такое вообще возможно. Такое заблуждение появилось из-за того, что младенцы и тоддлеры действительно не могут умереть, и в случае опасности их просто телепортируют в другое место. Но вот уже дети и подростки вполне себе могут умереть. В других частях серии также присутствуют аналогичные способы смерти, но само наличие подобного в игре вызывает вопросы о возрастном рейтинге Симса. Синдром перевернутой головы. В первой части Sims, в случайный момент, когда игра не сможет по какой-то причине загрузить иконку вашего персонажа в интерфейсе, вместо его иконки появится перевернутая голова бледной женщины, которая постоянно меняет выражение лица. Хотя эта возможность вообще не предусмотрена игрой, и другие Симы так не умеют. Ходят теории, что это просто вырезанный персонаж из первой части игры, а смена выражения лица была в игре, но по какой-то причине была удалена из релизной версии. Испорченная кукла. В 2010 году в мастерскую для Sims 3 один из пользователей загрузил мод, меняющий модельку плюшевого медведя на куклу. Но через 2 месяца оказалось, что кукла была заражена. Как я уже рассказывал выше, Sims можно сломать, если, например, персонаж читами будет перемещен на другую локацию. С этой куклой почти то же самое. Эта кукла, попадая на участок, случайным образом записывалась в файлы других объектов, будь это симы или постройки. После чего эти же симы, попав на другой участок без этой куклы, заражали поврежденным файлом других симов, словно вирус. И когда сим с поврежденным файлом попадал на непредусмотренный для этого файла участок, игра попросту ломалась. А что самое ужасное, что люди по незнанию, загрузив какую-то постройку, которая ранее контактировала с куклой в мастерскую, заражали других игроков. И, разумеется, это приводило к массовому ломанию игровых файлов. Позже некоторые пользователи начали публиковать способы удаления вредоносных файлов, а через время официальную инструкцию опубликовали и сами Electronic Arts. Adventureland. В 2016 году на форумах, посвященном Sims 3, начали всплывать сообщения от игроков, которые говорили о мире Adventureland, или же мире приключений, который являлся точной копией начального мира игры Sunset Valley, за одним исключением. В этом мире никто не жил, кроме 2 персонажей – Салли Харди и Джека Ренсона, которые могут существовать только в этом мире. Нигде в игре они больше не появляются. Причем мир этот появлялся только у единиц, и никто не понимал причину появления этого мира. Кто-то ссылался на очень странный и замудренный баг.
Кто-то считал, что всему виной вирусы и хакерские атаки, последовавшие после установки неизвестных модов для игры. Но, как оказалось, этот мир появлялся только в том случае, если вы установили дополнение «Мир приключений» через Origin, а не через Steam. И многие игроки сошлись на мнении, что как Adventureland, так и симы, живущие в нем, были лишь только для тестирования дополнений, а впоследствии разработчики просто забыли вырезать их из издания для Origin. Однако точного ответа на этот вопрос мы не знаем, так как Electronic Arts никогда не комментировала происходящее. Смерть Скипа Брока. Во второй части Sims существует мертвый персонаж Скип Брок, который по лору утонул вследствие несчастного случая с лестницей. И это правда, так как на заднем дворе участка, где умер Скип, присутствует бассейн без лестницы. И несмотря на то, что это просто отсылка к тому, как игроки избавлялись от персонажей, убирая лестницу из бассейна в первой и второй части игры, игра невольно намекает, что кто-то все-таки убрал лестницу, а значит, кто-то из симов виновен в его смерти. Лолита Год. В третьей части игры главной тайной обзавелся муж Беллы Год, а именно Мортимер Год, так как на фамильном кладбище расположена незанесенная в семейное древо персонажей Лолита Год, которая очевидно своим именем отсылает нас к роману Набокова «Лолита», и заранее, кстати, осуждаю. Долгое время ее личность и роль была под завесой тайны, но многие игроки сходятся в теории, что она была замужем за Гюнтером Готом, но погибла от удара молнии, что написано на ее могиле. А семейное древо Sims 3 не учитывает старые браки и удалила брак Гюнтера и Лолиты, когда Гюнтер заключил брак с другой. Клонирование. В Sims 2 есть малая вероятность того, что вашего сима клонирует. Это получается из-за бага, который регистрирует для вашего персонажа воспоминания о том, что он знаком сам с собой, что создает парадокс в игровой логике, в избежание которого игра клонирует вашего сима, с которым можно общаться и даже построить отношения. Со стороны это выглядит не то комично, не то жутко. Впервые столкнувшись с таким багом, можно запросто подумать, что у твоего сима появилась шизофрения, учитывая, что в серии уже существуют воображаемые персонажи, такие как кролик, доктор или же просто воображаемый друг для детей. Ломание четвертой стены. Во второй части игры есть вероятность, что в очередной раз, когда вы переключитесь на своего персонажа, он будет смотреть прямиком вам в глаза. А в Sims 3, после того, как вы поставите игру на паузу, симы медленно поворачивают свою голову в камеру игрока. Баг багом, конечно, но это выглядит достаточно жутко. И иногда даже закрадываются подозрения, что они по-настоящему живые и знают, что они находятся в игре. Младенец — это предмет. В первой части Sims младенец в люльке засчитывался за объект, а не за полноценного сима. Соответственно, вор, прокравшийся в ваш дом, будет напрягать вас не только своей дискомфортной музыкой, но еще и сможет украсть вашего ребенка. Но даже если вор не украдет его и с вашим младенцем все будет в порядке, переезжая в другой дом с семьей своего сима, вы продадите свое предыдущее жилье вместе со всей мебелью и, соответственно, с младенцем в комплекте. Смерть без причины. В Sims 2 в случайном месте, в случайное время игроки могли лицезреть, как игровой сим просто падал на землю и его душу забирал жнец, при том, что персонаж был молодым, не болел и все его нужды были удовлетворены. Сообщество было в ступоре, ведь если такой своеобразный сердечный приступ наступает внезапно, то каждый игрок попадал в зону риска потерять своих персонажей. Также некоторые игроки утверждают, что незадолго до своей смерти Сим испытывал странные эмоции и анимации, которые не соответствовали ситуации. В дальнейшем разработчики игры исправили это, сославшись на то, что это был обычный баг. Разработчики создают хаос. Смерть по необъяснимым причинам, жуткие и пугающие события, нестандартные игровые баги. Все это дало старт фанатским теориям о том, что разработчики специально оставляют подобные жуткие баги неисправленными, чтобы создать больше вариативности для игры. Ведь будем честны, когда ты уже наиграл в Sims сотни часов и внезапно твой Сим падает замертво или клонируется, это добавляет в игру элемент неожиданности, что приносит тонну эмоций. И хоть, разумеется, сами разработчики не подтверждали ничего из этого, они признавали, что некоторые баги игры очень сильно нравились сообществу. Велоцирустер.
В версии Sims 1 для Game Boy Advanced с дополнением Bustin' Out в игре появляется Велоцирустер, или же Велоцепетух. Это криптид, полукурица, полувелоцираптор, который перемещается по локациям игры, и если это существо находит игрока, то заклевывает его до полусмерти, отправляя Сима в нокаут. Растение-мутант. В консольной версии дополнения Bustin' Out для Sims 1 в игру добавляется растение-мутант. Оно, вероятно, является предшественником коровьего растения из последующих игр серии. Только этому для более эффективной утилизации отходов можно скармливать мусор. Но если вы не будете кормить растение-мутант, оно начнет ходить по участку в поисках вашего персонажа. И если кто-то окажется не в том месте, не в то время, он будет съеден этим растением заживо. Обезьянья лапка. В Sims 2, в случае, если вы решите поискать Чипсину, упавшую между подушек дивана, с малым шансом вы можете найти обезьянью лапку, которая исполнит любое ваше желание. Этот магический артефакт является отсылкой к одноименному хоррор-рассказу Уильяма Уаймарка Джейкобса, в который также главный герой получает магическую обезьянью лапку, исполняющую желания, но загаданное всегда приводит к непредсказуемым последствиям. В дальнейшем предмет хоть и стал культовым, но игроки, не знавшие о такой отсылке, наверняка были озадачены наличием конечности животного у себя в диване. Призраки детей. В Sims 2, если на вашем участке стоит могила ребенка, то к вам придет его призрак. И казалось бы, в этом нет ничего такого, так как во всех частях игры есть призраки, но не такие. Призраки детей в Sims 2 придут к вам домой и будут телепортироваться по вашему участку, застыв в одном положении с неестественно натянутой улыбкой. А через какое-то время к вам придет опасный таинственный персонаж и сломает вам игру. На самом деле звучит как какая-то фанатская крипипаста с форумов. Я убил своего ребенка в Симсе, и теперь он приходит ко мне по ночам и вызывает синий экран смерти. Но на деле все куда интереснее. Все это происходит из-за того, что разработчики попросту не предусмотрели этого и не прописали анимации для призраков детей, из-за чего перемещается только модель призрака из точки А в точку Б без промежуточной анимации. А небезопасный или же опасный персонаж — это NPC, который не должен появляться у вас на участке по игровой логике, например, как Йети или Знахарь, так как подобные персонажи должны появляться только в определенных локациях. Ну так вот, дело в том, что персонажи, ставшие призраками, попадают в ту же папку, где находятся подобные небезопасные персонажи. А поскольку дети-призраки, так же как и обычные дети, не могут перемещаться по локациям в одиночку, игра берет одного случайного взрослого Сима из папки, которым может оказаться, например, опасный персонаж, и помещает его на ваш участок. Ну и поскольку этот взрослый персонаж не может забрать детского призрака с вашего участка, получается, он остается у вас навсегда. Единственным способом избежать этого является перемещение могилы ребенка на другой участок. Но согласитесь, во времена Sims 2, когда интернет не был особо развит, такое встретить у себя в игре достаточно жутко. Особенно если ваш игровой ребенок антиоживился по вашей вине. Жестокие моды. Да, моды это не игра, но моды для Sims так сильно укоренились в комьюнити, что упомянуть о них просто невозможно. И таких модов очень много, начиная от относительно безобидных, например, модов, добавляющих больше естественных смертей для симов, и, например, Wicked Whims, который даже в представлении не нуждается, заканчивая такими модами, как Extreme Violence с очень ожесточенными способами расправы над другими симами, модами из серии Basemental, добавляющих в игру преступные группировки и их руководство, казино и азартные игры, производство и употребление наркотических и алкогольных веществ, а также, конечно же, мод OMG WTF Barbecue, позволяющий пожарить на гриле ребенка, серийный убийца. В Sims 2 есть персонаж под именем Оливия Спектр, у которой на заднем дворе находится 21 могила. И нет, они не декоративные, на ее участке действительно умер 21 Сим. В сообществе поползли теории о том, что она серийный убийца, хотя давайте будем честны, с 21 могилой на участке это становится как-то очевидно, наверное. В любом случае, как выяснилось потом, у ее сына, Неона Спектра, нет отца. И нет, он не ушел за хлебом, просто его отец это и есть сама смерть. Оливия Спектр влюбилась в смерть после своего первого убийства, и чтобы видеть его чаще, она начала массово убивать людей, ожидая своего любимого. Ну и после этого у них двоих родился сын.
Хотя дальше по хронологии игр она устроила себе сама антиоживление, чтобы чаще видеть своего любимого. Смерть Лайлы Грант. Незадолго до событий Sims 2 персонаж по имени Лайла Грант по неизвестным причинам съезжает от своего бывшего мужа, генерала База Гранта, оставив детей у него. И после этого пропадает. Причем забавно то, что никто из ее семьи не знает о ее смерти, этого просто нет в их памяти, будто бы она просто испарилась. Однако угадайте что? Да, у Оливии Спектр есть не только воспоминания о ее смерти, но еще и могила Лайлы Грант на заднем дворе. Причем модель ее персонажа испорчена из-за ошибки в генетическом коде. Игрокам удалось восстановить ее генетический код, но без восстановления ее лицо выглядит вот так. И если чуть-чуть включим фантазию, можно представить, что это не ошибка игры, а то, как лицо Лайлы было изуродовано Оливией Спектр в момент ее убийства. Бездна. Киднеппинг. Во второй и третьей играх серии няня, следящая за вашим ребенком, или даже просто обычный гость, мог украсть вашего ребенка и унести его домой без всяких предпосылок. Игроки на форумах были в ступоре, так как легально такое действие может совершать только соцработник, и то в случае плохого обращения с детьми. И, как оказалось, это было вызвано багом, из-за которого после завершения рабочего дня или какого-то мероприятия Сим не завершал действие и, не отпуская ребенка, уходил с ним домой, после чего ребенок становился частью семьи другого Сима. И если во втором Симсе можно было просто перезагрузить участок и ваш ребенок появлялся вновь, то вот в третьей части такого не было, и приходилось через редактор семей переселять ребенка. Только вот что было с Симами игроков, которые первыми столкнулись с этим и не знали, как вернуть ребенка назад, остается загадкой. Доктор Ньюлоу. Вы уже наверняка поняли, что версии для портативных консолей сильно отличаются от оригинала. Так вот, Sims 2 для PSP не оказалось исключением. По сюжету, за 5 лет до начала событий игры, Доминик Ньюлоу был врачом скорой помощи, пока в какой-то момент над его головой не появился зеленый ромб, и он попал под влияние игрока. Однако, в отличие от других Симов, он запомнил все, что было, и понял, что этим миром управляет что-то могущественное, а именно игрок. После затяжной депрессии он создает шлем, позволяющий управлять ромбом. Он, обретя самосознание, решает взять под свой контроль игрока и берет себе прозвище Доктор Доминион. Для осуществления своего плана он прибегает к контролю разума других жителей города, к созданию культа и сатанизму, и даже к убийству Роберты Россум, чтобы забрать ее мозг и ради веселья разбросив части ее тела по дереву. Она хоть и является роботом, но все же жутко увидеть это в первый раз. В итоге в конце игры мы побеждаем доктора Ньюлоу и финита ля комедия, но даже несмотря на то, что он отбитый психопат, просто представьте, через что он прошел. Это делает персонажа даже немного трагичным, если так подумать. Он сошел с ума по вине игрока и видел все, что творилось от его рук, даже то, чего он не хотел делать. К этому тоже можно подвязать какой-то философский контекст, опираясь на страдания Симов, у которых, возможно, есть сознание от рук игрока, но у нас айсберг, а не психологический анализ. Но несмотря на это, все равно очень жутко лишь от одной мысли, что наши Симы могут быть живыми. Sims 2 для Nintendo DS. В 2020 году на Reddit один из игроков вспомнил про версию Sims 2 для Nintendo DS из своего детства, которая вызывала у него страх и некомфортное состояние, и совсем скоро на этот пост сбежалась толпа таких же, как он, обеспокоенных игроков. Я покопался чутка в интернете, и в этой игре странно буквально все. Начиная от наличия сюжета и сеттинга, в котором наш Сим из-за поломки автомобиля попадает в Strange Town. Это жуткий город посреди пустыни, который по лору Sims притягивает к себе все странное и паранормальное. А потом становимся менеджером местного отеля. А заканчивая это все очень пугающим музыкальным оформлением, а также наличием особенного настроения Сима, зацикленный, при котором они будут блевать и ссать на пол вашего отеля. Да и сама атмосфера в конце концов. Strange Town в этой игре абсолютно пустой.
Там даже жители не ходят, весь город состоит из парочки зданий. Во время игры ты постоянно будешь испытывать этот эффект зловещей долины. Вот вроде как все нормально, но что-то все равно не дает тебе покоя. Многие игроки сошлись на мнении, что все жители города мертвы, а сам город это своего рода чистилище, в котором заблудшие симы застряли навсегда. Похищение Гимми Бранко. Во второй части Sims для PSP существует семья Бикер, а именно Локи и Серсея, и по сюжету игры мы можем попасть в их подвал, где будет сидеть сошедший с ума Гимми Бранко, пропавший без вести мусорщик. И мы хоть и освобождаем его, но не узнаем причины, по которым он туда попал. Но если учитывать, что сына смерти, Неона Спектра, усыновила семья Бикер в качестве подобного для экспериментов, и учитывая, что он является погибшим во второй части Sims для PSP, вполне возможно, что, потеряв своего подопытного кролика для экспериментов, они решают похитить Гимми Бранко, чтобы продолжить ставить на нем эксперименты. Путешествие во времени. В уже вышеупомянутой мной Sims 2 для Nintendo DS существовали путешествия во времени. Для этого нужно было найти нужные детали, прокачать интеллект, собрать машину времени и вуаля, ей можно спокойно пользоваться. Однако в какой-то момент может проиграться следующая кат-сцена. Внезапно увидеть такое должно быть пугающим, и для тех времен, для 2005 года, такого предупреждения хватило бы, чтобы ты больше никогда не притронулся к устройству. Но, увы, это не предупреждение, а предзнаменование, так как после этой кат-сцены в городе начнется инопланетное вторжение, и улицы заполнятся пришельцами, которые похитят вашего персонажа. Тайна семьи Ландграбов. Семья Ландграбов появляется во всех номерных частях Sims и всегда была загадкой, как семья получила свой высокий статус в обществе. В Sims 2 упоминается, что на рубеже веков Грегори Ландграб неожиданно разбогател, и позднее, после допроса бухгалтера семьи, он рассказывает, что Грегори проворачивал незаконные сделки с землей. Однако, хоть Грегори не появляется в игре и упоминается всего один раз, в дополнении Into the Future к Sims 3 в далеком будущем появляется Сим с именем Грегори Ландграб. В отличие от других Симов с одинаковыми именами, у Грегори Ландграба нет приписки второй в конце, как, например, у Малькольмов Ландграбов, а значит, речь идет не о разных людях, а о одном человеке. Грегори Ландграб, чтобы получить власть, о которой он так мечтал, каким-то образом переместился в прошлое, чтобы разбогатеть за счет инновационных технологий из будущего. Сколотив приличный капитал, он возвращается в свою временную линию, а тем временем его семья из прошлого развивает бизнес и основывает десятки компаний, специализирующихся в разных сферах, от недвижимости и технологий до производства бытовых товаров, производства продуктов питания и даже своей космической программы. Таким образом, просочившись в каждую сферу, они начинают тайно управлять обществом, контролируя весь мир. Также у игроков есть теория, что семья Ландграбов из четвертой части игры скрывает больше тайн, чем может показаться, так как их дом находится в пустыне, рядом с которой находится разве что заброшенная заправка, что вызвало множество теорий о том, что они связаны с тайными правительственными экспериментами, отсылаясь на зону 51. Но одно мы знаем точно: все Симы в этой игре это просто марионетки в руках влияния семьи Ландграбов, которые параллельно с нами играют в более серьезную игру. 1984. Роман Джорджа Оруэлла 1984 повествует о антиутопичном обществе, в котором все языки мира превратились в новояз, который из-за своей обрезанности не позволяет выражать критику и недовольство власти, а общество лишилось воли и начало делать только то, что им скажут люди сверху, а именно Большой Брат.
Игроки считают, что Sims имеет прямую связь с книгой Оруэлла, и таким образом Симлиш — это своеобразный новояз, а большой брат, решающий судьбу Симов в игре, это и есть сам игрок. Весь мир — это Sims. Смотря это видео, вы даже не задумываетесь, что игрок, управляющий вами, сделает дальше. Будучи уверенным в своих действиях и желаниях, вы не видите очевидного, что вы просто программный код, которым повелевает игрок, а все ваши действия, мечты и желания — это лишь только иллюзия, созданная игроком специально для вас. Досмотрев это видео до конца, вы можете жить дальше своей спокойной жизнью, делать свою обычную рутину, заниматься своими делами. Но кто знает, когда игрок вновь захочет поиграть, и над вашей головой появится зеленый ромб, который затуманит ваш разум и запрет вас в комнате без дверей и окон. Спасибо вам всем за просмотр. В это видео было вложено немало усилий, и я буду благодарен, если вы посмотрите и другие видео на моем канале. Также у меня появился телеграм-канал, в котором будут выкладываться анонсы новых видео, новости, да и в целом я там буду вести интерактив с аудиторией, так что переходите, подписывайтесь, ссылочка будет в описании. И также огромное спасибо этим благородным людям, которые поддержали меня на Пусти и Donation Alerts. Ссылочка на все это тоже будет в описании. Ну а так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну а с вами был я, Гречка. Всем удачи, всем покедова.